Знаете, есть такая закономерность. Мужику стукнуло 35-40, и у него есть ипотека, жена, дети, кредиты, ну или бывшая жена, работа, которая бесит, и смутное ощущение, что жизнь прошла мимо. И тут он такой, опа, прозревает. И начинает читать, смотреть, слушать. И через полгода ты такой приходишь к нему в гости, а он тебе: брат, ты не представляешь, я открыл третью чакру. У меня энергии поперли. Я теперь на кокосовом молоке сижу и медитирую каждый день по 4 часа. А ты такой сидишь, смотришь, попиваешь чаек, потому что он уже не пьет никогда. Потому что алкоголь занижает вибрации. И думаешь: трындец. Еще одного хорошего человека потеряли. Нет, серьезно, я не смеюсь. Я сам через это все проходил. Я перечитал столько книг по эзотерике, что могу теперь открывать собственную секту. Хоть завтра. И знаете, что я понял? Люди идут в духовность, психологию, эзотерику не потому, что они ищут там Бога, а потому что они там ищут легальный способ сбежать от реальных проблем и от реальности. Это как алкоголизм, только с благостным лицом. Алкоголик пьет и говорит: я бухаю. А эзотерик медитирует и говорит: я на высоких вибрациях. А результат один и тот же. Жизнь, она не меняется. Ответственность не берется из ниоткуда. А мир стоит на месте. Вот давайте разберемся. Я насчитал как минимум 7 основных причин, 7 смертных грехов, которые маскируются под духовный поиск. И если вы в этом духовном поиске узнаете себя, не пугайтесь, это нормально. Причина номер 1, самая популярная, это побег от ответственности. Самый страшный вопрос для любого мужика в 40 лет: а что я, собственно говоря, сделал в этой жизни? Что я построил? Семья, которая разваливается, карьера, потолок, дом, квартира, которую я по наследству получил. Может быть, дети, которые вечно сидят в телефонах. И сидишь такой, чешешь затылок и думаешь: так, стоп, что-то какой-то везде ноль. Во всех сферах жизни. Здоровья уже нет, бабы нормальной нет, денег тоже. А признать, что ты лох, и начать пахать сложно. Больно и унизительно. Да и жизнь вроде как бы уже прошла. А есть другой путь. Ты идешь на йогу, садишься в позу лотоса, закрываешь глаза и говоришь себе: нет, я не лох. Я просто нахожусь в потоке. У меня просто в жизни сейчас кармическая пауза. Вселенная вот-вот готовит мне какой-то волшебный сюрприз. Надо просто внутренне отпустить ситуацию. Потому что отпустить ситуацию – это как священный грааль для всех неудачников. Это значит забить на все, лечь на этот диван и ждать, пока Вселенная принесет тебе бабосики в клюве, как аист приносит детей. Ты не отвечаешь ни за что.
Ты не отвечаешь за свою жизнь, ни за самого себя. Ты несешь ни за что никакой ответственности. За тебя отвечает карма. Гороскоп, фаза Луны, чакры, кто угодно. Только не ты. Удобно. Правда? Очень удобно. Причина вторая. Это поиск папочки. У большинства мужиков моего поколения с отцами было, скажем, не очень. Сложно все. Да и вообще с отцами всегда все сложно. Отцы либо бухали, либо били, либо просто исчезали, растворялись, так сказать, в пустоте. И внутри у каждого живет этот внутренний голод. Найти того, кто скажет, как жить нужно правильно. Кто защитит, кто поможет, кто направит тебя по правильному пути. И в детстве все мы ищем этого отца. А когда его нет в семье, то тогда мы его ищем во дворе, в каком-нибудь авторитетном пацане, в юности в тренере по спорту или в армейском командире, когда попадаем в армию. А будучи уже взрослым, в зрелости, мы ищем этого авторитета в начальнике, в политике. Когда в 40-45 начальник оказался мудаком, а политик вором, этот голод остается, а папа все никак не нашелся. И тогда приходят они. Гуру Сатитананда, великие мастера просветления, учителя, которые точно знают истину, которые скажут тебе, как жить правильно, который погладит тебя по головке и скажет: нет, сынок, ты ни в чем не виноват, это просто карма у тебя такая. Слушай, просто повторяй мантру и дай немного денег на храм. И ты читаешь мантры и даешь на храм, потому что это не гуру, это просто заменитель твоего папы. И ты купил себе папу за пожертвования. Вот только настоящий отец – это тот, кто учит стоять тебя на ногах. Это тот, кто учит стоять тебя не на коленях. Чувствуешь разницу? Причина третья. Причина третья – это поиск величия, желательно без подвигов. Каждому мужику нужно быть великим. Это вшито в наше подсознание, в наш тестостерон. Но чтобы стать великим, надо, сказать это помягче, делать великие дела. Воевать, строить, создавать, созидать, рисковать. Терпеть боль, поражение, а потом подниматься, вставать и опять идти. А это больно. Это иногда очень страшно. И не факт, что у тебя все получится. Поэтому всегда есть обходной путь. Воин в гору не идет, воин гору пойдет. Обходной путь – это всегда круто. Вдруг ты узнаешь, что ты на самом деле не просто какой-то Вася из офиса. Ну да. А ты – это древняя звездная душа. Ты побывал во всех инкарнациях, ты был жрецом в Атлантиде, и
Ты это носитель древнего знания. Или ты вообще начитался пророчеств и решил, что ты это аватар Бога, грядущий царь. И теперь ты не просто Вася, который не может жене цветы купить. Ты это великий пробужденный. В общем, ты избранный, хранитель. Спаситель и Мессия в одном лице. Величие получено. Распишитесь. Подвиги при этом не требуются. Цена вопроса – это абонемент на курсы «Диагностика карма» за 3 рубля. Ну или подороже. Ой, караул. Причина 4. Причина 4 – это легализация слабости. Есть такая штука – мужская токсичность. Нас с детства всех учили. Не ной, терпи, будь мужиком. И все мы терпели. И терпим до сих пор. Работаем, тянем, а внутри такая внутренняя усталость. Боль, страх, желание просто лечь и сдохнуть. Все достало. Но признаться в этом нельзя. Это же стыдно. И тут приходит она, духовность, и говорит: не ной, ты просто проявляй свою уязвимость. Будь добреньким, потому что ты имеешь право на слабость. Потому что это не слабость, братан, это просто чувствительность. Нет, ты не тряпка, ты это эмпат. Ой, я сегодня чувствую такую тяжесть энергетики в офисе. Мне надо взять выходной, побыть наедине с самим собой, чтобы восстановить, так сказать, свои вибрации и чакры. Перевод на русский язык. Я просто устал и хочу поспать. Но вместо того, чтобы сказать об этом прямо, я оборачиваю это в эзотерическую упаковку, чтобы не выглядеть лентяем и мудаком. Духовность дает мне индульгенцию на слабость. Я теперь могу быть слабым, но при этом чувствовать себя крутым. Потому что я очень тонко чувствую этот мир. Нет, брат, ты просто устал. Иди поспи. Или иди работай. А не придумывай всякую хрень. Ой, Карл. Причина 5. Причина 5 – это поиск тайного знания. Есть такой тип людей. Им скучно жить. Обычная жизнь кажется пресной, серой. Работа, дом, семья, скука. А хочется тайны. Хочется каких-нибудь секретов. Хочется заглянуть туда, за край плоской земли. Заглянуть, так сказать, за забор Антарктиды. И тут начинается. А что, если миром правят рептилоиды? А что, если у меня есть сверхспособности? А что, если я научусь читать чужие мысли? Это как в детстве, когда мы верили в волшебство. Только тогда это было, мило. Прикольно же себе сказки рассказывать. А вот в 40 лет это называется инфантилизм. Потому что ты ищешь тайное знание, чтобы потом не признаваться самому себе, что простые вещи, обычные простые вещи в жизни тоже работают. Без всяких секретов. Вставать в 6 утра на работу, мыть посуду, 100% работает, она чистой становится. Делать свою работу хорошо. За нее зарплату, кстати, платят. И говорить всегда правду. Тоже, кстати, работает.
Любить свою жену по-настоящему, цветы покупать. Работает жена, улыбается. Но это скучно. Это не магия. Это не тайное знание. Это взрослая жизнь. А хочется, чтобы был секретный код. Один щелчок пальцами, и ты такой, опа, миллионер. И еще раз щелкнул, и ты, опа, просветленный. А еще такой раза 3 щелкнул, и ты ГЦ, властелин мира. Но такого киода в жизни нет. Есть только мытье посуды каждый день, диван, и в этом вся магия. На работу надо ходить. Караул. Ой. Я сейчас эту рассказываю сказку про многих. И если ты вдруг в этой сказке узнаешь самого себя и хочешь послать меня нахер, иди в жопу сам, потому что мой канал от этого не закроется. Но если ты вдруг узнал себя и хочешь спросить, а что же тогда делать? Куда, собственно говоря, девать этот вот внутренний поиск? Эту боль, эту жажду? Чувак, ты по адресу. Вон там, видишь, кнопочка «Подписка». Это сигнал. Сигнал самому себе. Я готов разбираться во всем этом дальше. Жми на кнопочку и пойдем. Осталось 2 причины и выход во взрослую жизнь. Причина 6. Иллюзия контроля. Мир сошел с ума. И ты это видишь? Новости говно, политика – это сплошное вранье, а экономика – это качели, которые качают туда-сюда. Деньги то есть, то их нет. Здоровье как лотерея. И ты такой... Да, я ничего не контролирую. А это страшно. Это очень страшно, особенно когда из задницы вылазит геморрой, и ты не знаешь, что с этим делать, потому что ты гетеросексуал. Боишься воткнуть себе свечку в задницу. Человек не может жить в полной неопределенности. Ему нужна иллюзия. Иллюзия, что он хоть что-то в этой жизни контролирует. И тут приходит эзотерика, и она говорит: ты можешь контролировать свою реальность силой мысли. Визуализируй, чувак, аффирмации, все такое, медитируй. И ты начинаешь визуализировать, что? Правильно, деньги. И делать карту желаний. Шептать мантры. И тебе кажется, что ты что-то делаешь. Что ты не просто щепка в этом океане, а капитан своего корабля. А на самом деле ты просто переключился с тревоги о мире на тревогу о правильной аффирмации. И просто сидишь и дрочишь. И суть не изменилась. Ты все так же ничего не контролируешь. Просто теперь у тебя есть ритуал, который создает иллюзию полного контроля. Это как ребенок, который закрывает глаза и думает, что его не видно. Мило, конечно, но абсолютно бесполезно. Ну и последняя причина. Причина 7. Торговля с Богом. Господи, я буду хорошим. Я буду медитировать, буду молиться. И я буду есть только... все веганское. Я буду любить всех людей. Только дай мне, пожалуйста, здоровье, деньги и счастья. И побольше.
Знаешь, как это называется? Это называется духовный капитализм. Ты вкладываешь добрые дела и чистые мысли в небесный банк и ждешь оттуда дивидендов. В христианстве это работает так. Я хожу в церковь, ставлю свечки, значит, Бог мне обязательно поможет, Он мне должен. В эзотерике примерно все то же самое. Только за место свечек медитации, а Бога поменяли на высший разум. Я сегодня выполнил практику прощения обид. Вселенная, где мои бабки? Ой, караул. И когда бабки не приходят, приходит обида на всю вселенную. Разочарование, кризисы веры. И что ты делаешь? Ты идешь искать себе нового гуру, который даст тебе более эффективную практику. Это не духовность, братишка. Это бизнес. Ты – это клиент, который платит вниманием и временем, а получаешь за это ты фантики. Красивые, конечно, но фантики. Это диагноз, чувак. И вот самый главный вопрос, собственно говоря. А как правильно-то? Духовность, просто выходит, это что такое? Самообман, зло. И надо быть тупым материалистом и не париться. Скажи честно, нет. Духовность – это нормально. Это как секс. Если ты им занимался для размножения любви, то круто. А если ты им занимался, чтобы сбежать от реальности, то это называется зависимость от проституток. Ой. На самом деле в жизни есть простые правила. Правила для тех, кто хочет искать Бога и при этом не хочет сходить с ума. Правило первое. Духовность должна делать тебя сильнее, а не слабее. И если после медитации тебе легче работать, круто. Если после медитации тебе лень работать, ты просто научился красиво отдыхать, чувак, а не медитировать. Если твоя вера помогает тебе терпеть трудности в жизни, это круто. А если вера помогает тебе их избегать, то ты просто лох, чувак. Тебе страшно, и ты трусишь. Боишься трудностей жизни. Потому что здоровый духовный поиск делает тебя более эффективным. Везде. В быту, на работе, в социуме. Ты лучше пашешь, а не меньше пашешь. Ты больше любишь, а не больше рассуждаешь о любви. Когда ты делаешь мир вокруг себя чище, а не только я чищу свои чакры. Второе правило тоже очень простое. Проверяй всегда гуру. Тех гуру, которые под твоими ногами. Если твой учитель говорит, неси мне деньги, брат, а беги от этого гуру. Если гуру говорит, слушай меня во всем, беги еще быстрее. Если он говорит, ты без меня пропадешь, тогда беги так, чтобы пятки сверкали. Потому что настоящий учитель, если такие вообще, конечно, бывают, скажет тебе совсем другие вещи. Они скажут тебе, иди сам делай. Я только тебе показываю дорогу, куда идти, а все остальное ручками и ножками. И он не попросит за это бабок.
Он не попросит от тебя подчинения. И не скажет, что ты избранный, а он это единственный великий в этом мире. И проверка на самом деле очень простая. Посмотри на жизнь гуру. Есть ли у него семья? Платит ли он налоги? Какие у него отношения вообще с людьми? Если все у него плохо, то он такой же больной, как и ты. Просто научился философствовать и рассказывать сказки. Ой, правило номер 3. Никогда ни от чего не отказывайся. Не нужно отказываться от мира во имя духа. Потому что самые опасные люди – это как раз-таки те, кто сбежал от этого мира. Они смотрят на тебя сверху вниз и говорят: «Йо-йо-йо, ты в мае, в иллюзии, в матрице, а я просветленный, я в нирване». Вот только нирвана – это не там, где нет проблем. Нирвана – это там, где проблемы не могут тебя сломать. А чтобы так было, нужно жить среди людей в миру. Сталкиваясь с проблемами, не ломаться, не убегать, а решать их. В свое время Будда ушел в аскезу и понял, что это тупик. И вернулся потом в мир. Потому что он нашел золотую середину. Христианские святые жили в миру и помогали людям, а не себе. Пророки не прятались где-то там в пещерах. Они не орали на площадях, что они великие. И если твоя духовность уводит тебя от людей, то это не духовность. Это мизантропия в красивой упаковочке. А если ты везде орешь, что ты избранный и великий, братан, ну тогда ты просто болен. А теперь давайте на чистоту. Только для тех, кто дожил до этой минуты. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас написал в комментариях одну простую вещь. Не для меня, для себя. Напиши, от чего ты на самом деле бежишь. Когда уходишь в свои медитации, в свои книги, в свои поиски. И не надо писать много умных слов. Просто напиши «работа». Если ты ненавидишь свою работу, пиши «я бегу от работы». Семья. Если тебе дома пилит мозги жена, или ты живешь с мамой, и мама тебя достала. Пустота. Если ты просто не знаешь, в чем смысл жизни, и зачем ты, собственно говоря, здесь находишься. Зачем ты живешь? Я боюсь, мне страшно. Если ты боишься признаться себе вообще хоть в чем-то, пиши одно слово и посмотри на него. Это и есть твоя настоящая точка старта. Ни чакра, ни карма, ни дхарма. А вот это вот слово. Вот это вот слово и есть та точка опоры, от которой можно оттолкнуться и пойти в мир настоящей духовности. Потому что самый главный секрет не продают на курсах. Бог, он не в храме, Бог не в мантре, Бог не в чакре, а Бог в этом гребаном слове, которое ты сейчас написал. Потому что если я мою дома кружку с мыслью «какая скучная хрень», скорее бы сесть медитировать, я в аду. Я не живу. Если вокруг меня бардак, то как бы я внутри себя не чищу, чище от этого квартира не станет. Если я терплю свою жизнь, чтобы потом получить что-то где-то там, то это тоже какая-то хрень, потому что рай, он не там. Рай – это когда ты что-то берешь и строишь, и делаешь. Прямо сейчас это своими руками, а не после смерти. И не после просветления. Духовность
Духовность – это не то, что ты делаешь час в день, сидя с закрытыми глазами. Духовность – это то, как ты делаешь все остальное 24 часа в сутки. Как ты разговариваешь с женой, как ты работаешь, как ты стоишь в пробке, как ты болеешь, как ты умираешь, когда у тебя температура. Если твоя духовность не делает твою жизнь лучше прямо здесь и прямо сейчас, то она бесполезна. Это просто хобби. Как коллекционирование марок. Только марки это, называются эзотерические знания. Потому что истина, она не в книгах, не в учениях. Истина, она в тишине. В тишине твоего ума после того, как ты перестаешь искать. Когда ты перестаешь ждать, что кто-то придет и все сделает за тебя или спасет. Когда ты перестаешь верить, что есть какая-то волшебная таблетка. И когда ты принимаешь свою собственную жизнь такой, какая она есть. Потому что твоя жизнь уже священна. Без религии, без чакр, без эзотерики. В этом суть настоящей духовности. Когда ты перестаешь парить в облаках, а идешь ногами по земле, и когда ты не кричишь о любви человечеству, а когда ты реально кому-то помогаешь, кто рядом, там и есть настоящий рай. Там и наступает настоящий золотой век. Потому что истина не в том, чтобы найти в этой жизни какие-то правильные ответы. Истина в том, чтобы перестать задавать неправильные вопросы. Ты можешь и дальше искать в этой жизни секреты и конспирологию. Можешь сменить прямо, ух ты ж, с десяток гуру. Прочесть еще 100 книг. Можешь научиться выходить в астрал, разговаривать с ангелами. А можешь просто выключить прямо сейчас этот голубой экран и пойти сделать что-то реальное. Позвонить маме, помочь своему ребенку с уроками, сделать проект, который давно откладывал, помыть наконец-таки гребаную посуду, отжаться от пола в конце концов. И в этом простом действии и есть настоящая магия. Весь золотой век, вся духовность. Кстати, подписка на этот канал – это не ритуал. Это просто способ не потерять в этой жизни ориентир. Жми, если хочешь быть в курсе движения. Движения стаи. А я пошел мыть полы. Потому что полы не ждут. Пока я открою 3-ю чакру.